Разбор Груз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Итак, друзья, привезли нам двигатель, снятый из грузовика МАН. Один из самых распространенных двигателей – это D2066. Двигатель снят с автомобиля 2012 года, пробег его 1,5 миллиона километров. Привезли нам его по причине того, что начался большой расход масла. В этой серии мы его полностью разберем и посмотрим, в каком состоянии его внутренние детали. В следующем выпуске мы его полностью соберем, установим на автомобиль и произведем первый запуск после ремонта. Мы приступаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Можем начинать? Да. Ген, ты позвонил по этому? А то я могу увлечься работой и забыть сказать. Друзья, ну а вы пока можете подсказать, в вашей стране распространены ли грузовики МАН? ТГХ, ТГС, ТГМ, ТГЛ, ТГА. Я думаю, что МАНы больше распространены в Европе. В других странах я что-то не замечал ни в комментариях, ничего, не писал никто про них. Послушаем все, что видим. Здесь у нас резинка завернута, закусана. Резинка наполовину отсутствует. Ну, и, может быть, из-за этого попадать сюда может песок. Герметичности нету, для этого стирается достаточно. Термостаты. Люди свеженькие. Ну, понятное дело. Сразу видно, что у людей запчастей хватает. D2066 LF70. Кстати, вот табличка с номером двигателя, где расположена. Хорошо. Да.
этот, а мне надо, знаешь, какой заказ. Это она густоватая. Да? Черноватая. Ну, стружки вроде никакой не видать. Также внимательно смотрим. Ну, есть немного, там видно, пыль плавает. То есть пыль немного есть. Это говорит либо насос низкого, вот это вот может стружку гнать, ну, пыль такую, либо с бака. То есть в топливе что-то присутствует, присадки. Крупной стружки не видать никакой, но пыль плавает. Друзья, видите, ничего сложного. Крутишь и крутишь себя. Болтик за болтиком. Масляный щуп. Вопрос, машина, да? Частая проблема, то есть вот эти вот штучки, они сразу ломаются. Трубки вот эти. Вот эта трубка, система охлаждения, то есть они дубовые, как бы не старайся, ламывается этот кончик. Остался весь вот внутри. Одноразовая фигня, короче. Погнали дальше. Сейчас тебе объясню. 300? Там еще есть такая ерит штука, которая присваивается конкретно твоему. Сцепление, я думаю, что оно менялось. Ну да, выглядит неплохо. Ну, немножко потертости вот по пружинам имеются. Не бережешь ты спину, Сергей? Да, не говори. Эти два ролика нормальные, а натяжители каюк. Завязалась. Тупым суровым не очень хорошо, смотри. Били поглубже. Сейчас. Помпа у нас шумит, и снизу уже мокренько, вон там дренажное отверстие. Ну, сейчас интересно, будет ли там сюрприз. Кавитация на корпусе помпы? Да. Чуть-чуть пошло. То есть из шкива прям такой.
Остатки антифриза-то остаются. Так, у нас компрессор кондиционера и корпус помпы. Про корпус помпы я уже показывал, бывает и вот так. Это кавитация. Топливный насос низкого давления. Ну, здесь вот это низкого, вот это высокого давления идет. Строить. Так, чтобы недалеко на проверку отдадим. Генератор. Обыкновенный. Как потом туда какой болт крутить? Вот куда лезет, туда и крутит. Все же вот они все. Вот 4, тут 2, тут. Ну все же понятно, все откуда. Две коробки в общем будут. Да, их можно вот так прям высыпать в кучу, и вот прям понятно, какой надо брать, какой куда вставить. Клапана управления, то есть на мочевину идет. И на, ну, то есть это еврики вот эти. Управление горным. Да ломается, значит, в данном случае все цело. У нас теплообменник. В хорошем, чистом хотя бы состоянии. Воды, наверное, не было. Вот теплообменник с другого мотора. Коллектор тоже часто проблема именно Евро 5. Коллектор трескается, как и в данном случае. Здесь вот трещина. Внутри ее тоже видно много. Стартер. Топливные трубки. Обычно мы их зубами выдергиваем. Что у нас внутрях? Вот, смотри, сколько герметика. Возможно, какие-то проблемы с подтеканием масла. Ну, либо там не оказалось вдруг прокладки клапанной крышки. И туда она платилась и все, и там особо. Так, все, смотрим, что у нас тут интересно. Ну, герметика, да, тут не пожалели. Нормально слой. А так все чистенько, даже масло, наверное, вовремя меняли. Ничего такого плохого не скажешь.
Аккуратненько, чистенько. Так, откручиваем проводку на форсунке. Топливная. Да. Режимы форсунок и форсунки. По ростову вроде ничего такого не видать. Ну, мы не эксперты, а дадим на Bosch. Что они нам скажут. Ну, откручивать гораздо легче, чем закручивать. Угу. Осматриваем болты, чтобы сразу понимать, если у нас пробитие, где по прокладке. Если они сухие, значит должно быть все хорошо. Если же где-то мокрый, обращать внимание на прокладку гильзы. Коромысло. А так мы сейчас в таком состоянии закинем ее в мойку, ополоснем и будем разбирать и фиктовать. И футбол этого и ноги теперь болят. Друзья, одним из видов нашей деятельности является также продажа автомобилей. Я размещаю автомобили на Дроме. Для меня Дром – это проверенный временем, а также самый удобный сервис по поиску и продажам автомобилей. Здесь очень много удобных функций. Например, я могу подать объявление всего лишь в один клик. Для этого мне необходимо всего лишь сфотографировать СТС от автомобиля. Нажимаем «Добавить объявление», фотографируем СТС. И посмотрите, все основные поля объявления автоматически заполнились. Это очень-очень удобно. Также для меня очень важно то, что на Дроме есть отзывы об автомобилях от их реальных владельцев. Если мне нужно узнать какие-то плюсы или минусы конкретного автомобиля, я нахожу этот автомобиль на Дроме, перехожу в раздел «Отзывы» и читаю то, что уже написали люди, которые эксплуатировали эти автомобили. Это очень удобно и очень полезно. Я использую Дром сам, рекомендую своим друзьям, а также вам. Ссылку оставил в закрепленном комментарии. Продолжим. Ну что, клапана все на месте. Присутствует. Присутствует. Трещин пока не видать. Будем мыть, опрессовывать. Прокладки проникания вроде тоже ничего плохого не видно. Вот в этом месте только вот одно есть. Есть пробитие вот этой гильзы. Надо промерить повнимательнее. И вот это. Ну, обычно 4-я, 5-я, ну то 6-я тоже слегка. Наполовину, то есть белая, наполовину черная. О, я вижу 6-й цилиндр. О, да. Я сейчас становлюсь. Давай головку закидывай. Вот, по гильзам задиры.
Начал, по-моему, прогорать поршень. Там вниз как раз есть. Что это за трещина такая? Это потек. А, потек. Ну, это вот поршень, то есть в этом месте, видишь? Вот, здесь немножко его подзадрало. Ну, то есть достанем потом ближе, посмотрим, короче. Не будем мучиться. Может, конечно, это такое большое количество нагара. Вот с этой стороны у нас все тоже Пролысина. пролысинки. Всё ещё в доступе. Вот здесь вот достаточно. И здесь. Ну, все имеют. Ну, может, какой-то перегрев был. В общем, Все гильзы у нас в плохом состоянии. Заводи. что-то компрессии нет. Ну да. Вот, давай, здесь вот тоже. Очень все однообразно. Но опять же, такое состояние, все матовое. То, что я говорил, может, здесь еще и песок подсосу. Звонили мне. Был такой случай. А они типа долго думали, почему не заводится. Ты переворачивать будешь сейчас? По этим пока ничего не скажем. Рождение поршня. Сами поршни вроде ничего. И вкладыши прям хорошенькие.
Уже вообще никаких нет. Изумительные. Так, если люди часто меняют масло, то может и просто и так все хорошо. А гильзы уже просто от времени. Либо пыль попала, либо температурный перегрев. Или топливный. Стружечку мы видели чуть-чуть. Здесь сюда пробивало. Через кольца? Что, ты пришел сказать, что мертв? Скорее всего, да, мать сгорела. Вы на танке что делаете? Здесь прям видно пробивало. Вот это место, видишь, здесь. А здесь прям вот. Бля, то есть видишь, если нормальное масло менять и на большом даже пробеге с вкладышами вообще нифига нету. Так, у нас вот шестой был, да? С подозрениями на прогар. Ну, надо мыть, чистить, смотреть. А будем оставлять поршня, либо их менять. После мойки После мойки, да, все это будет видно. Ну, немножко уже, конечно, есть тут. потертости. Да. Запчастей, в смысле. Вот эти места уже, да, подразбиты, так что скорее будем менять поршня. Под кольцами тоже вымерять надо. Наверх не видно либо кольцо стерто, либо поршень. Ставим. И ушли, да? И вот плескомутки тоже бывает, что разбивается. Люфта нету, сальник поменяем. Там сверху подходит же еще масляный насос. Собственный персон. В идеальнейшем состоянии. Муха ничего не делала. Тоже все идеал. Прям шикарно все. Даже ни потертости, ничего нет. Логично здесь. И стулка. В идеальнейшем состоянии. Все прям идеально. Домашние можно. В перчатках проводила потом. Все отлично. Ну. И антифриз воды не видел. Ну, система охлаждения воды не видела точно. Блядь. Ну, так оно видно. Ну. Все чистенькое, бля. А эту машину они не у нас покупали? Вполне возможно. Обслуживаются в хорошем сервисе, значит. Ну, даже гильзы вообще, нигде ни ржавчинки, ничего вообще, абсолютно. Как новые. С этой стороны. А с этой уже, конечно, походили. Здесь все чисто. Что-то мы недавно разбирали, блядь, вообще все рыжее было. Ну, да, блядь, все разбираем всегда рыжие. Конечно, вообще жесть.
это все в системе охлаждения плавает. Клиент меня ждет. Опять сортировка. Ну вот, что и надо, что убедиться и показать именно. На выставку можно было с таким пробегом мотор показывать. Реально, либо кибетнули, либо, блядь, этот самый, потому что попало в этот самый. Песочка какого-нибудь хапанули. Кожух маховика. Шестерня клинова. Упорное полукольцо, да? Вкладыши имеют выработку, но не сильную, да? Да вообще не криминальные, отлично. Выработки очень-очень много. СТД, глюко. Вот что значит использовать Качественное масло и вовремя. и вовремя, да, обслуживать автомобиль. Здесь все отлично. Не скажу, что тоже хорошее состояние. Разбираем клапан. Ну да. Фиксаторы клапана. По сути, правильно? Да, сухари тоже там не тот самый. Если сапунит, то... Приехал, говорит, двигатель с копчением форели. Супанит, то ли троит. Я не помню, какое-то вот слово такое, и он приводит. Кстати, поломался.
Сейчас некрасивый, потом станет красивый. Смотрим. Ну, клапана уже все. Ну, естественная выработка клапана, так сказать. Выпускные чаще всего вот такие бывают. Ну, они Выпускные. же, посмотрел, вроде болтаются немного и направляющие. Сейчас посмотрим. Нет, совсем. Да, кстати, вот этот меньше, вот этот Ну, побольше. я смотрел, что есть люфт. Да, тут чуть-чуть есть. Вот, а здесь выработка. То есть, если выпускные чаще всего у них вот так вот нагаром набивают, то впускные чаще всего как выработка. Ступенька, Ну вижу, да. лесенка идет. Видно. Вот. И на седло обращать внимание тоже. Она тоже есть небольшая, но лесенка есть. Вот. Ну, надо будет промерить выступ, если он с новым клапаном, если он будет в состоянии, то можно просто шарошечкой пройтись и все, и притереть. Если же уже углублен больше, чем положено, то надо менять седло будет. Ну, все одинаково, в принципе. Трещин, в принципе, не видать. Есть какие-то коррозии, прям, блядь, интересные. Ну, трещинка есть одна. Есть? Вот здесь вот маленькая. Между Вот здесь вот. двумя клапанами, да? Угу. На впуске получается. А здесь тоже чуть-чуть. Ну, как правило, эти нормально. Все с ними будет все хорошо. То есть, ну, а прессовать и прессуем, посмотрим. Сейчас еще замерим блок коленвал. И на этом, в принципе, мы все. Специальный прибор для замера блока цилиндров. Ноль. Все по нулям, вот это и вот это по одной соточке. Слушай, он прям в идеале. Странно. Чего странно? Блин, ну пробег 1,5 ляма, как бы должно как-то Да все. нет, не странно, я говорю, потому что вкладыш, судя по состоянию вкладыша, тут понятно, что он будет в идеале. Тут прям, тут на нем даже он ничего нет, никаких ни полосок, ничего. Как новый. Надо спросить, какое они масло льют. И как сейчас, через 20 тысяч, наверное, меняют. Ну, такое ощущение, что реально 2020-25 его меняют. Как на легковой за 10, блядь. Ну, все прям просто делал. Ну его как? Ну, по шатунам тоже все в идеале. Итак, друзья, двигатель у нас полностью разобран. Что там по итогам, Сергей? Давай подведем итоги. По итогу у нас все в идеале, кроме гильзы. То есть мы будем менять гильзопоршневую группу, вкладыши все новые, комплект прокладок, корпус, Помпы. помпа, центральная часть выпускного коллектора. Это по навеске. Ну, внутри понятно, да, гильзопоршневая группа, вкладыши, полный комплект прокладок. Также по навеске у нас ролик один, натяжители только. Все остальное в идеальном состоянии. Ну и по головке у нас ремонт головки полностью, это замена клапанов, направляющие и маслосъемные колпачки. Все это соберем, запчасти нам привезут буквально, наверное, завтра. Мы сказали, что да. Да, они сказали, что быстро привезут, потому как у них все есть, с запчастями проблем не будет. Поэтому будем все делать оперативно. Сейчас мы несем топливную аппаратуру на Bosch сервис, отдаем их, они будут проверять. Форсунки, топливный насос. Да, топливные форсунки и насос, так как мы видели стружечку, поэтому насос будем тоже проверять. Вот. И все будем. Так, в целом для этого подготавливать. пробега мотор. Для этого пробега, да, двигатель в очень хорошем состоянии. Если все, Так будем, что будем вот так. подготавливать, чистить все. Пока. Да, в следующей Пока уже нет серии, запчастей. когда соберем, расскажем, возможно, сколько это стоило все. Хотя мы не узнаем, сколько Они запчастей сами стоили. привезут запчасти, да. Ну, примерно можно сказать сразу. То есть запчасти, которые сейчас здесь, это примерно на 500 тысяч рублей. Поэтому спасибо всем, кто
провел эти минуты с нами. Надеюсь, вам было как? Вы провели нормальное время, с пользой. На этом прощаемся с вами. Да, не забывайте Подписывайтесь подписываться на канал на этот и на канал Сергея Моторстрак. Все, всем удачи, всем здоровья. Спасибо всем, кто комментирует видео, кто ставит лайки. Отдельная благодарность подписчикам. Мы вас очень ценим и до встречи. По скриптум, так сказать. Видео у нас уже закончилось, но небольшое продолжение. Вот смотрите, что в очереди еще Volvo в ремонте, MAN, 2 Scania. Все ждут. Mercedes. Вот, принесли аппаратуру, здесь ребята уже у нас проверят все. Вот так. И что это значит? Это значит, что не хватает налива, а не хватает по причине, скорее всего, что заплавленное сопло в распылителе. Ага. Видимо, То есть мало льет топлива, да? был либо перегрев, либо какое-то механическое воздействие на распылитель. Ну, нестабильно очень себя ведет инжектор. Прыгают показатели очень сильно. Предварительный впрыск. Он наоборот выше чуть-чуть. Это не естественный износ форсунки, это скорее всего что-то на нее повлияло. Друзья, все топливные форсунки проверены. У всех одни и те же показатели. В общем так, Сергей, побывал я на Боше. Форсунки проверили. Вы насос посмотрели, нет? Насос еще нет, говорит, там долго. Ну, хорошо. А уже все проверил? Да. Все одинаковые. Хорошо. Вот так вот. Все, на этом точно все. Razba Gruz, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.